Друзья мои, я рада вас приветствовать на своем канале, и в сегодняшнем видео предлагаю вам вспомнить старый, добрый, всеми, наверное, уже подзабытый, ленивый способ закрытия петель. Раньше его довольно часто использовали, я в том числе, но вот потом как-то перешла на другие варианты закрытия петель. Недавно к нему вернулась, и хочу сказать, что стала использовать его чаще. Мне он стал почему-то нравиться. У него, кстати, есть ряд очевидных преимуществ. Я в конце видео с вами поделюсь своим мнением об этом варианте закрытия петель. Закрывать петли ленивым способом можно как при помощи спиц, так и крючка. Я покажу вам оба варианта. Для начала нужно обязательно вязание передвинуть к противоположному концу спиц. Видите, чтобы рабочая нить оказалась у вас слева. То есть начинать мы будем как бы от начала последнего ряда, который мы провязали. Суть этого метода заключается в том, что мы снимаем первую петлю, да, и просто протаскиваем следующую петельку через только что снятую. И, собственно, так мы поступаем до конца ряда. То есть сняли, протянули следующую петлю через снятую, опять протягиваем и так далее. То есть рабочая нить у нас в вязании не участвует. Мы ничего не вяжем, мы просто одну петлю через другую протаскиваем. Вот таким вот нехитрым способом, ленивым. Возможно, кому-то при помощи крючка действовать будет сподручнее. Мне, честно говоря, даже не знаю. Чаще всего спицами закрываю, просто потому что крючок лень доставать. Но если он у меня есть под рукой, то вот довольно-таки быстро все это закрывается. Ну и дойдя до последней петли, нужно протянуть ее, да, сквозь вот только что снятую. И дальше я обрезаю нить и вытаскиваю, протаскиваю хвостик нити через ту петлю, которую я только что накинула. Ну и, собственно говоря, посмотрите, край получается ровный, то есть, видите, такая косичка. Ну, на образце у меня резинка 2 лицевые, 2 изнаночные. Выглядит довольно-таки аккуратно с обеих сторон. Что касается преимуществ такого способа, во-первых, не стягивается изделие, край изделия, на мой взгляд, не стянешь, потому что ничего не вяжешь, петли одинакового размера. Ну и опять же это экономит нить, да, если дефицит, мало нити осталось, да, уже мало пряжи и нечем закрывать, то можно использовать такой вариант. Надеюсь, мастер-класс был для вас понятен и полезен. Вяжите с удовольствием. До новых встреч. Всем пока-пока.